Утро на озере было тихим, почти нереальным. Туман стелился по воде, а плеск волн казался слишком мягким, чтобы нарушить эту тишину. Андрей, местный рыбак, вышел на свою старую лодку, как всегда, еще до рассвета. Его морщинистое лицо отражало многолетнюю преданность этому месту, где он провел незабываемые часы, прислушиваясь к звукам природы. Он всегда чувствовал нечто особенное, когда вставал так рано. Запах свежего утреннего воздуха, спокойствие и предвкушение улова. Сойдя на борт, он ощутил легкое волнение. Давно мечтал поймать что-то необычное. Сегодня он особенно надеялся на хороший улов и, как всегда, еще с вечера бросил свою сеть в озеро. Это была его старая, но проверенная временем сеть, сделанная вручную. Размышляя о том, какой результат его ждет, он начал подтягивать веревку. Сначала это было как всегда, легко и непринужденно. Но, к его удивлению, сеть неожиданно стала тяжелей. Она словно сопротивлялась, будто кто-то из глубин озера тянул ее обратно. Сердце забилось быстрее. Каждый рыбак знает, что такое чувство, когда ты ждешь большого улова. Иногда в озеро заходили крупные сомы, и каждый рыбак мечтал поймать такого. Когда сеть наконец поднялась на поверхность, Андрей увидел что-то темное. Вода булькала, и на мгновение он услышал слабое бульканье, похожее на стон. Внутри его разгорелось беспокойство. Он вцепился в канат и рванул сильнее, предвкушая улов. Но его ожидания резко сменились ужасом. Из сети выглядела морда бобра, но не обычного бобра. У него на шее туго затянулась петля из старого рыболовного шнура, а вокруг спутались пластиковые пакеты и куски сетей. Животное отчаянно билось, почти не дыша. Этот бобр, казалось, изображал картину страха и отчаяния. Андрей был не в силах оставаться безучастным. Не раздумывая, он перерезал шнур своим ножом, вытащил бобра в лодку и осторожно освободил его. Несколько секунд зверек просто лежал, тяжело дыша. Перед тем, как вернуться в свой водный дом, он поднял голову и посмотрел на человека своими блестящими глазами. Взгляд был полон благодарности и страха одновременно. И вдруг, с неожиданным порывом, бобр прыгнул обратно в воду, оставляя за собой лишь круги на поверхности. Андрей остался один в лодке, глядя на рябь, которая медленно утихала. В тот момент он понимал: не поймал рыбу, а спас жизнь. Эта мысль отозвалась в его душе, и он почувствовал, что сегодня не только природа это удостоила. Он будет помнить этот момент всю жизнь. Это теперь была не просто случайная встреча, это было что-то большее. Он осознал, что стал частью чего-то важного, и это стало началом его нового пути. Прошло несколько дней. Утром, когда солнце вновь поднималось над горизонтом, повышая уровень света и тепла, Андрей вновь вышел на озеро. Он уже не мог избавиться от ощущения, связанного с тем бобром. Каждое утро, когда он приходил к воде, его мысли возвращались к тому, что он видел, к тому, как мало нам нужно для счастья, как важна каждая жизнь, как все в природе взаимосвязано. Но вскоре стало известно о тревожных событиях. Несколько рыбаков начали жаловаться на улов, который снижался с каждым днем. Слухи распространились по округе. Правительство, обеспокоенное ситуацией, сообщило о планах провести работы по очистке озера от мусора и провести проверку на наличие загрязняющих веществ в воде. Народ взволновался. Некоторые были откровенно недовольны. Андрей внимательно следил за ситуацией и видел, как растет напряжение среди его знакомых. Все понимали, что с озером что-то не так, но причина этого оставалась неопределенной. Он не хотел оставаться в стороне. Не желая его, древняя река, поддерживавшая их жизни, превращалась в мертвый пруд. Андрей, вспоминая о спасенном бобре, почувствовал, что его дайверская работа еще не закончена. Он мог бы просто смириться с ситуацией и думать о том, как опустилось их единственное уютное озеро.
но его нежелание оставлять получится остальных местных жителей заставило его действовать. Он начал организовывать встречи с другими рыбаками и местными жителями, пытаясь донести до всех, что сейчас как никогда важна защита их общего водоема и его обитателей. На одной из таких встреч к нему подошел старый друг, Илья, который уже много лет занимался рыбалкой и знание озера на инстинктивном уровне. Илья стал с ним обсуждать различные способы защиты экосистемы и привлечения внимания местных властей. Года смело продвигали идею о создании группы активистов, которые бы следили за состоянием воды и окружающей местности. Со временем они даже решили обратиться в природоохранные органы для получения помощи. Собравшись вместе, группа местных жителей активно обсуждала планы по очистке озера, и интерес к проблеме загрязнения вырос в геометрической прогрессии. Каждый понимал, что в одиночку не получится сделать много, но вместе они смогут изменить ситуацию к лучшему. Эта идея вдохновила не только их, но и многих других простых жителей, которые пришли на помощь и поддержали начинание. Все были полны надежды и готовности действовать. Это было новым началом для всех их. Они теперь заботились не только о рыбалке, но и о восстановлении экосистемы. Во время одной из очистительных акций, собравшись с другими участниками, Андрей заметил недалеко гнездо, которое явно принадлежало бобрам. Он вспомнил, как в прошлый раз помог тому бобру, как это все перерастает в масштабное событие. Он, словно осознавая важность этого момента, начал разглядывать детали. Во многом они были связаны с возрождением текущей ситуации на озере. Гнездо, окруженное зеленью и растениями, казалось, излучало надежду. Он ни разу не имел дела с бобрами, и это подняло в нем интерес, который он не хотел упускать. Специалист по экологии, который пришел, чтобы проконсультировать группу, объяснил, как бобры помогают поддерживать баланс в природе, создавая дополнительные водоемы и замедляя поток воды. Их работа была неоценима для экосистемы. Андрей, обнаружив это, почувствовал, как его сердце наполнилось новой миссией. Это не просто сбор мусора. Это было восстановление жизни, возрождение надежды для животных и самой природы, которую они так любили. Вскоре активисты начали работать над созданием резервата для бобров и других животных, отведя мягкую территорию и заповедную зону, которая стала символом борьбы за сохранение природы. Однако их усилия не оставались незамеченными. Внезапно среди местных жителей начали распространяться слухи о том, что у них могут возникнуть проблемы с властями. Неожиданно появились представители леса и рыболовной инспекции, которые начали задавать вопросы о незаконном вмешательстве в экосистему, требуя от них документов и объяснений, как они собираются контролировать популяцию животных. Мнения натолкнулись на обострение конфликтов с местными рыбаками, которые начали паниковать и кричать о том, что их любимое место для рыбной ловли может быть закрыто из-за новых правил. Андрей, осознавая всю серьезность ситуации, принял на себя роль защитника группы. Он начал отстаивать их права на сохранение дивной природы, повторяя, что озеро необходимо защищать не только для них, но и для будущих поколений. Он настаивал на том, что их работа должна стать примером для других, что они действуют законно. Он вспомнил, как сам оказался в той ситуации, когда его действия спасли жизнь. Убедив других не отступать, он делал все возможное, чтобы сохранить мир. Однажды, когда они снова собирались на озере, Андрей нашел странный предмет среди мусора. Это был глубинный пульт управления, прикрепленный к датчику, который явно не должен был находиться в этих водах. Это было чем-то действительно важным. Пытаясь разобраться, откуда он взялся, он удивился, увидев надпись «Контроль за угнетенными водами». Эта находка насторожила его и вернула к вопросам о том, как именно озеро может оказаться в опасном положении. Предмет стал тревожным знаком, свидетельствующим о том, что кто-то может замышлять вмешательство в естественный баланс озера. Возникло множество вопросов.
Почему этот предмет оказался здесь? Кто за этим стоит? Кто-то, очевидно, нарушал законы. С этими тревожными мыслями Андрей решил действовать. Он начал проверять, кто еще в округе мог бы быть связан с подобными действиями, просматривая источники информации, общаясь с другими рыбаками, изучая динамику ситуации. Обнаружив, что загрязнение и браконьерство были не случайными, он понял, что надо противостоять угрозам. Андрей собрал команду активистов, чтобы внимательно следить за ситуацией и создавать досье на происходящее, чтобы в них не было сомнений о легитимности их намерений. Они решили установить наблюдение на озере, используя камеры и другие устройства. Наблюдая за водной гладью, они с трудом могли поверить собственным глазам, когда начали фиксировать многократные появления браконьеров, людей, использовавших запрещенные методы для ловли рыбы. Это нарушило все, что они пытались создать в озере. Самоозабоченность побудила их к действиям и увеличила решимость восстановить доброе имя их водоема. Несколько недель спустя, когда команда начала осуществлять свои планы, Андрей и его команда столкнулись с группой браконьеров в середине ночи. Десятки егерей и инспекторов, спящий район шум слишком рано. И вот они, столкнувшись с группами, оказались запертыми на одном из основ, связанном с озером. Эта встреча едва не закончилась трагедией. В ходе столкновения одна из лодок перевернулась, и несколько людей оказались в воде. Андрей с друзьями бросились им на помощь, чуть ли не срываясь в воду, и удачно вытащили многих, но в процессе сам пострадал, получив травму ноги из-за удара лодкой. Несмотря на боль, он продолжал работать до тех пор, пока команда не смогла позвать помощь. Как только сигнал о помощи был подан, они нашли способ вывести людей на берег, но теперь судьба их собственных жизней также висела на волоске. Позже стало очевидно, что каждый их шаг стал драгоценным до возникновения новой угрозы. Положение дел с властями оказалось критическим, и они все вместе стали рычагом перемен. Вызывая соседние районы на помощь, они воодушевились новыми победами, обретая поддержку от местных граждан. Были установлены патрули и охрана вокруг озера, благодаря чему природа смогла заново восстанавливаться. Результаты их работы были заметны, в воде снова появлялась рыба, а популяция бобров гордо восстанавливалась. Андрей, наблюдая за успехами, не мог не вспоминать тот день, когда вытащил бобра из сети. Он понимал, что каждое живое существо имеет свою ценность и предназначение. Теперь он не просто рыбак, он стал защитником природы и ее обитателей. Несмотря на время, Андрей продолжал действовать, вдохновляя других горожан участвовать в проектах по охране природных ресурсов. Восстановление экосистемы привело к тому, что люди стали более внимательными к природе, осознали, насколько важно защищать ее от негативного влияния. Теперь, когда они смотрели на озеро, они видели ее как живую сущность, и никто не имел права ее уничтожать. В конечном итоге Андрей осознал, что не только улов рыбы, но и забота о природе превратилась в основную задачу его жизни. Он стал примером для многих, и даже спустя много лет, продолжая рассказывать свою историю о спасенном бобре, он предоставлял не только свою личную борьбу, но и надежду на настоящие перемены. Он знал, что теперь каждая рыбалка — это не просто рыбалка, а часть гораздо большей истории — истории о защите природы и спасении жизней.